Друзья, всем большой привет! Меня зовут Брынцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю сделать вот такие незамысловатые серьги своими руками с использованием текстурных ковриков и полимерной глины Артефакт. Определяемся с теми оттенками глины, которые будем использовать для работы. У меня это два цвета. Красивый оттенок сливовый номер 177 и светлый бук номер 1314. Разогреваю пластику в руках и раскатываю ее на пастомашине вот в такой тонкий пласт. Толщина пласта должна не превышать 3 мм. Выбираем текстурный коврик, который будем использовать для работы. Я решила выбрать текстуру с мелким рисунком. Коврики использую от компании Happy Clay. Если у вас нет текстурных ковриков, ничего страшного, посмотрите, может быть у вас есть какие-то ажурные кружева, рельефные бусины, металлические подвески или пуговки с выбитым рисунком. Их также можно использовать в работе. Прокатываем глину, чтобы на ней отпечатался четкий рисунок. Мой цветок будет состоять из 6 лепестков, и для них использую каттер в форме капельки. Всего вырезаю 12 заготовок лепестков. Лепестки вырезаю, стараясь придерживаться одного расположения рисунка, чтобы при сборке цветка рисунок не гулял и находился под одним углом. В описании к данному видео вы найдете ссылки на другие мастер-классы с идеями по лепке из полимерной глины. Снимаем лепестки с рабочей поверхности и сглаживаем неровные края. Приступаем к сборке цветка. В зависимости от толщины выбранного каттера для одного цветка понадобится от 5 до 6 лепестков. Складываем лепестки впритык друг к другу и соединяем их в общий цветок. Приклеиваем лепестки между собой и соединяем их вместе по центру. У нас образуется вот такая ложбинка, которую мы заполняем пластикой, тем самым надежнее скрепливая лепестки друг с другом. Чтобы прочно скрепить детали друг с другом, серединку промазываю термоклеем, раскатываю бежевую пластику и вырезаю круглую заготовку. Добавляю ее по центру цветка. Используя любой подручный инструмент, придаем лепесткам волнистую форму. Для этого наношу по 2 насечки на каждый лепесток, располагая их на одном расстоянии друг от друга. Круглым каттером меньшего размера делаю отпечаток на сердцевинке цветка. И для большей глубины текстурирую сердцевинку по краю. Для этого можно использовать спицу или зубочистку. Получившиеся цветы можно предварительно обжечь, а можно сразу же им добавить пин для крепления к основе сережек. Я креплю пин еще не на запеченные цветочки. Для этого отгибаем ножку пина, создавая вот такой своеобразный крючок. Вдавливаем глину, делая углубление для пина и вставляем его в получившуюся ложбинку. Раскатываем тонкую ниточку полимерной глины и скрываем ею пин. Далее отправляем серьги на обжиг. Придерживайтесь той температуры обжига, которая указана на упаковке вашей полимерной глины. Или если вы уже работали с пластикой, то придерживайтесь своей стандартной температуры и времени обжига. Даем изделию полностью остыть вместе с духовым шкафом, для того, чтобы они получились прочнее. И приступаем к сборке. Отгибаю пин в сторону и скручиваю его круглогубцами, создавая вот такую петельку. За петельку крепим швензы, и наши сережки готовы. Серьги получаются легкими, ненавязчивыми и повседневными. А я надеюсь, что данный урок вам понравился, а идея пригодится в создании своих интересных украшений. Друзья, спасибо за ваши лайки и комментарии, потому что именно они помогают в продвижении моего канала. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал и лепите вместе со мной. До новых встреч, пока-пока!